Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Не желая и не осознавая этого, Москва оказалась не охотником, а добычей. Тут парой слов не обойдешься, надо разобраться, как так вышло и почему дальше для Московии дела пойдут по нарастающей хуже и хуже. И да, этот ролик — попытка пробить ту тьму массовой апатии и грусти по поводу перспектив происходящего в Украине и вокруг нее. Вот смотрите. Число стран, участвующих во встречах формата «Рамштайн», непрерывно растет, а их география расширяется. Бесспорно, некоторую роль в разрастании «Рамштайна» играют и моральная поддержка Украины, и неприятие агрессивности Кремля. Все большее число политиков во всем мире осознает опасность Москвы для всего человечества, но эти факторы все же не главные. Куда важнее перспективы, которые открывает участие в «Рамштайне». Международная конференция, состоявшаяся по инициативе США 26 апреля 2022 года на американской авиабазе «Рамштайн» ФРГ и названная в дальнейшем «Рамштайн-1», должна была изучить ситуацию в Украине и сформировать постоянную контактную группу для оказания ЗСУ коллективной помощи, прежде всего оружием, необходимым для отражения российской агрессии. Первая встреча собрала 40 стран в статусе участников и 2 наблюдателей – Катар и Израиль. Это уже было очень много. Напомню, что в ООН состоят всего 193 страны. То, что во встрече участвовали не только члены НАТО, но и такие страны, как Япония, Кения, Тунис, Австралия, Иордания, Либерия, Марокко, Новая Зеландия, Южная Корея, отчетливо обрисовало глобальный характер проблемы. Второе заседание контактной группы по Украине «Рамштайн-2» состоялось уже виртуально, 23 мая. В нем участвовало 47 стран. Все, кто присутствовал на первом заседании, а также Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. Третье заседание, прошедшее в Брюсселе 15 июня, собрало около 50 стран. Что означает «около»? То, что на самом деле их уже больше 50. Из новичков появилась Грузия, Молдова и Эквадор. В кулуарах встречи замелькали представители фирм, производящих оружие. Отмечу это особо. Представители Бразилии не появились ни на одном из 3 заседаний, по крайней мере официально, но Бразилия по факту тоже участвует в «Рамштайнах». Пока довольно скромно, предложив 300 тысяч дефицитных снарядов для ЗСУ «Гепард», которые намеревается поставить и частично уже поставила Германия. Такие снаряды есть также у Катара и Иордании. Некоторые страны, уже участвующие в международной кооперации по организации оружейной помощи Украине, не были представлены на 3-м «Рамштайне» не потому, что вышли из кооперации, а по причине ясно поставленных задач, которые находятся в стадии выполнения и при отсутствии, по крайней мере пока, новых предложений. Иными словами, кооперация, во-первых, работает постоянно, а не от заседания к заседанию. Во-вторых, непрерывно расширяется. Зачем это нужно? Начиная с Вьетнамской войны, окончившейся на минуточку в апреле 1975-го, мир не знал масштабных столкновений такого размаха, большой продолжительности и с массовым применением артиллерии и авиации, а Европа вообще расслабилась с апреля 1945 года. Естественно, что такая ситуация сказалась и на производстве вооружений. Оно было резко ограничено, по крайней мере, в развитых странах. Почему именно в развитых? Потому что там ценят человеческие жизни и считают деньги налогоплательщиков, которые, вот парадокс-то для советского человека, еще и реальные избиратели своих правителей. Ценят человеческие жизни, значит, дают своим бойцам современное оружие. Считают деньги, производят этого оружия ровно столько, сколько его может понадобиться, по расчетам. Любые средства нападения и защиты имеют конечный срок годности, да даже лопаты ржавеют. Причем, чем совершеннее оружие, тем короче у него срок годности, на что есть объективные причины. Не будем сейчас вдаваться в такие детали. После распада СССР Запад откровенно расслабился, ограничившись производством небольшого количества очень хорошей, очень современной и очень дорогой техники, а чаще модернизации уже произведенной в количестве, достаточном, на их взгляд, для участия в локальных конфликтах. Локальные конфликты эту технику и потребляли. То есть, помимо оружия и техники, стоящих в сильно урезанных армиях стран НАТО на боевом дежурстве, запасы вооружений к началу войны в Украине оказались минимальными. Все это хорошо укладывалось в рамки западной концепции военного строительства, основанной на прогнозировании угроз и подготовке ответа строго в рамках вероятного прогноза.
Никто на Западе не стал бы тратить запредельных средств на создание запредельных запасов оружия, способного по причине его примитивности храниться очень долго, для того, чтобы, к примеру, отбить атаку миллиардов арахноидов из космоса, просто потому что никаких арахноидов в поле зрения военных сегодня не наблюдается. Советская концепция выглядела иначе. Вопреки распространенному мнению, СССР изначально вообще не готовился к большой войне. Но, пользуясь большей уязвимостью Запада к шантажу угрозой вторжения, потому что на Западе были и есть избиратели, и они хотят пикник по выходным, а мнение советского мяса никто не спрашивал, СССР производил горы примитивного оружия, при помощи пропаганды преувеличивал его количество, умалчивая о скверном качестве, и складировал произведенное в пределах видимости западной космической разведки. Часть этого оружия по замыслу Кремля могла быть в любую минуту роздана несметным ордам диких советских граждан, воспламененных внезапным осознанием своей высокой миссии по защите Родины, выполнению интернационального долга, борьбе с кровавым империализмом, реализации мировой революции, неважно. И эта возможность постоянно тревожила Запад, заставляя его быть уступчивей, либо вообще закрывать на многое глаза. Другая же, меньшая часть этих советских железок продавалась, а чаще просто дарилась другим, меньшим ордам диких братских народов, ставшим на путь социалистического развития, по крайней мере, заявившим об этом на весь мир. Последствия этих подарков наглядно демонстрировали Западу перспективы вставания с колен уже самого СССР, а не его мелких сателлитов, и заставляли западных экспертов и политиков, того же Киссинджера или покойного Вилли Брандта, выдумывать бредовые, но успокоительные теории о мирном сосуществовании двух систем. И не только выдумывать, но, к сожалению, пытаться воплощать их в жизнь. Дополнительным советским аргументом для устрашения Запада стала память о Второй мировой, в которой коалиция удачно использовала советские орды для разгрома Германии. Правда, по причине отсталости СССР, опоголовости советских инженеров и рукоопасти пролетариев, вооруженных самой передовой идеологией, снабжать эти орды хоть чем-то реальным пришлось все-таки Америке посредством ленд-лиза. Но кое-что удавалось на коленке клепать и советам, опять же, отвратительного качества, зато в огромных количествах. Этот факт заслонил собой то, что без ленд-лиза СССР не сумел бы произвести вообще ничего, поскольку буквально в каждой единице даже формально советского оружия была заключена изрядная доля ленд-лизовской помощи. Меня в свое время сильно поразил тот факт, что даже пуговицы для формы клепались в Америке. После распада СССР самые опасные для Запада, то есть самые технически совершенные и дальнобойные образцы вооружений СССР были уничтожены, но большая часть советских запасов оставалась неприкосновенной. Более того, с подачи того же Запада, не без оснований считавшего периферию СССР, обретшую независимость от Москвы, зоной нестабильности, значительная часть вооружений из бывших советских республик также была вывезена в Россию, включая и ядреное, в связи с чем подписанты известного меморандума из Будапешта, что-то там гарантировавшего Украине, передают украинцам пламенный привет. Все это смертоносное богатство было положено на хранение и, мало-помалу распродаваясь, уже за деньги всем, кто по бедности был готов воевать хоть каким-то вооруженным мясом, ни во что жизни этих организмов не ставя, по мере же колен вставания, то есть нацификации, в РФ стала возрождаться советская концепция военного шантажа. Стали создаваться и новые, часто довольно совершенные образцы вооружения, основанные на западных технологиях уже. Эти технологии, вконец потерявшие бдительность и местами продавшие Запад, охотно продавал Москве за нефть и газ. Советскую концепцию военного шантажа, основанную на огромных толпах потернетов, которых нисколько не жаль, до некоторой степени перенял и Китай, также накопивший огромные запасы и для защиты, и для нападения. Но в отличие от тупиковой России, Китай успешно развивается. Он плотно вмонтирован в мировую экономику. Вместе с тем Китай двойственен и сохраняет множество атовизмов социализмов, в которых личность гражданина и его мнение не имеет значения. В силу своей двойственности Пекин и держит этот козырь, хотя и избегает пока прибегать к нему открыто. Между тем, Запад несколько десятилетий оценивал ситуацию по своей западной логике, где на первом месте всегда стоит экономика, а мнение избирателей, хотя и не стоит на первом месте, но зато имеет значение.
Вторжение, начатое Путиным в Украину, оказалось той пилюлей из матрицы, которая грубым рывком вернула Запад в реальный мир, в котором он со своими бесконечно совершенными, но малочисленными вооружениями оказался почти беззащитен перед дикой ордой, напирающей из нацистской России. Примерно так же мастер фехтования почти беззащитен от толпы гопников с дубьем. А Украина, разоруженная не без помощи Запада, оказалась и вовсе беззащитна. Впрочем, упрекать в этом Запад все же несправедливо в плане выбора пути на Запад или к России. В Украине все 30 лет независимости все обстояло сложно, да и сейчас непросто, мягко так скажем. В результате осознания этой неприятной реальности и длинной серии непростых политических решений на Западе сложилось ядро новой антинацистской коалиции в составе США и Великобритании. Вокруг этого ядра стали группироваться другие страны, как западные, так и не вполне еще западные, но видящие свое будущее на западном пути развития. Речь здесь не о географии, а о вполне ясной системе ценностей и приоритетов, принципиально противостоящих российской. С другой стороны, вокруг России стала складываться своя коалиция. Отсталых стран, принципиально не желающих развиваться по западной модели, а желающих, напротив, законсервировать в прошлое. Именно к такой консервации неизменно приводят любые попытки развиваться не по-западному. Чуть в стороне от этих полюсов маячит Китай. Китай двойственен. Руководство КПК полагает, что возможен некий полузападный или незападный путь развития с китайской спецификой. Так это или нет, вопрос отдельный и сложный. Ограничусь простой констатацией. Китай заинтересован и в создании противовеса Западу, и в создании проблем для Запада. Но не для сокрушения Запада, а для того, чтобы в подходящий момент предложить Западу помощь на выгодных для себя условиях. Пока же Китай выжидает, стараясь оставаться рядом с Россией, но одновременно и вне ее игры. На фоне китайского ожидания есть пока только два лагеря. Антинацистская, в силу этого антироссийская коалиция развитых стран, АКРС, и пророссийская, в силу этого пронацистская коалиция недоразвитых стран, ПКНС. Между ними есть поле боя. Украина, которая сама против России, долго не выстоит. И коль скоро антироссиянцы вступать в прямую войну с противниками Московии объективно не готовы, но и сдавать Украину никто не желает, то Украину нужно оснастить. Но чем? Где взять то, чего ни у кого прямо сейчас нет, в количестве достаточном для противостояния Орде, которую Москва в своей обычной манере кидает в Украину как в топку, заваливая бойцов ЗСУ ордынскими потернетами? Можем предельно ясно видеть три этапа. Помимо вооружения Украины, коллективный Запад должен также защититься и сам. Ему необходимо оживить свой ВПК, выведя его из спящего режима и приведя в соответствие с реальными требованиями современности. Военное усиление России и ее окончательная нацификация, а также китайская двойственность и реальный риск нацификации Китая по образцу, хотя и не копирующему российский, но близкому к нему, снова ставят тему большой всемирной драки на повестку дня. В Европе в том числе. Такие события могут протекать по-разному. Но они в любом случае уже неизбежны, по меньшей мере до победы Украины. Концепция мирного сосуществования двух систем, слепленная несколькими поколениями западных политиков и экспертов из гуана и палок трусости, желания угодить рядовому избирателю и потрясающей некомпетентности, рассыпалась в пыль. Европе предстоит заново учиться махать кулаками, притом учиться в самом широком смысле, и на армейском уровне, и на уровне всего общества, и на уровне производств. И лучше бы Европе сделать это не в прямом конфликте с РФ, который уже явно неизбежен, поскольку противники и сторонники РФ несовместимы в идеологии, а за оставшееся условно мирное для них время за спиной сражающейся Украины. Но и с ЗСУ тоже все довольно сложно. ЗСУ вышли из советской армии, сохранили многие ее черты. Прежде всего, они сохранили их в плане подготовки специалистов, которые знают советское оружие, но не знают западного. Вместе с тем Украина уже демократическая страна, в которой голос украинских избирателей уже имеет значение. И своих хлопцев в топку мы не отдадим. С учетом всех этих обстоятельств ясно видны
3 этапа оснащения Украины силами противников РФ. Первый. Необходимо дать ЗСУ как можно больше оружия советского образца, собрав его понемногу из всех оставшихся запасов. Толку от него там все равно уже 0. Второй. Необходимо дать Украине западную технику, пока лишь то, что уже в наличии, которое возможно передать, не ослабив до критической отметки собственные армии. Одновременно с этим нужно подготовить украинских специалистов, способных такие вещи эффективно использовать. Третий. Странам с антироссийскими взглядами нужно запустить производство своего оружия в достаточных количествах как для Украины, так и для себя, сообразно новым потребностям. Задача эта сложнее, чем кажется, поскольку простого расширения производств по принципу «был один цех, построили еще 5» здесь недостаточно. Циклы производства высокотехнологичных образцов вооружений достаточно длинные – 2, 3, а то и 5-6 лет. И это тот самый случай, когда сколько ни собери вместе беременных женщин, дети все равно родятся в положенный срок. Укротить эти циклы, либо быстро принять на вооружение несколько упрощенные образцы с короткими циклами производства, либо и опять же очень быстро модернизировать до современного состояния то, что стоит на хранении, но устарело – адски сложная задача. Одновременно это крайне привлекательная задача для производителей всяческих сюрпризов для россияне. На ее сокрушение уже выделены и еще будут выделены огромные деньги. Эти деньги будут потрачены на производство оружия. Но, опять же, большинство современных образцов – плод кооперации нескольких стран. И даже если какая-то из стран, примкнувших к Рамштайну, еще не состоит ни в одной из таких коопераций, она, участвуя в работе постоянной контактной группы, имеет шанс в них войти или продать какие-то свои образцы. У той же Японии очень продвинутый ВПК. Да и у Бразилии ВПК тоже весьма крут. К примеру, Embraer производит не только гражданские, но и военные самолеты. А вот беспилотники он, увы, не производит. Не сложилось. И в этой ситуации участие в Рамштайне – шанс войти для начала в кооперации и на этот рынок. Такой шанс дорогого стоит и случается редко. Его никто не станет упускать. Поэтому количество участников Рамштайна будет не только расти, но и крепнуть. А вы думали, они собираются только для попить чайку? В ходе первого и второго этапов участники Рамштайна могут также не без выгоды для себя распродать излишки. Но это скорее уже бонус. Главный приз – прекрасные перспективы технологической кооперации с ведущими странами мира, плюс в перспективе расширения гражданского взаимодействия с ними, плюс на базе всей этой широкой интеграции повышение уровня своей безопасности от сбрендивших соседей, примкнувших к московщине. Словом, участие в загоне и забое взбесившегося русского медведя оказывается делом выгодным, с какой стороны на него ни посмотри. Можно ли назвать это биполярным миром? Тут все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слово «биполярность». Если речь идет о двух альтернативных путях развития, то нет, нельзя. Путь недоразвитых стран, группирующихся вокруг недоразвитой России, неизбежно ведет только в тупик. Китайские варианты мы сейчас не обсуждаем, да и сторонники Путина развиваются явно не по китайскому пути. Но если мы перенесем наше понимание биполярности в плоскость противостояния добра и зла, света и тьмы в самом глубоком, экзистенциальном смысле, то биполярность бесспорно налицо. На стороне добра и света сражается Украина при поддержке всего цивилизованного мира. На стороне зла и тьмы – Россия и ее недоразвитые союзники. Сегодня Россия – это несомненное зло и тьма. Общество аморальных деградантов, выведенных в результате многовекового отрицательного отбора как социального, так и генетического, способного только уничтожать, грабить, разрушать. В этом обществе невозможно появление критически мыслящих граждан. А если такие возникают единично, как сбой матрицы, то немедленно выявляются и изолируются, вытесняются в эмиграцию или ликвидируются иначе. Все попытки создать на этой территории что-либо более современное, чем Московия XV века, неизменно терпели крах. Москва и Петербург не являются и никогда не были никакими культурными центрами, а всегда были и остаются ложными объектами, имитирующими европейскую Россию для заезжих иностранцев. Впрочем, умные иностранцы зачастую распознавали обман
и оставили множество описаний звериного облика Московской Орды, проглядывающего из-под европейской маски. А за пределами этих обманок, в российской тьме, веками плодилась безвольная, агрессивная и аморальная толпа сумрачных упырей, живущих звериными инстинктами и понимающими только силу. Эти существа давно отделились от людей в ходе социальной, а отчасти и биологической эволюции. Они более чужды людям, чем упомянуто арахноиды из космоса. Но арахноиды выдуманы, а русские упыри реальные, агрессивные, нетерпимы ни к свету, ни к добру. Гонимые волей кремлевского карлика, управляющего ими посредством их рефлексов и инстинктов, эти упыри сметают все на своем пути, ни во что не ставят ни свои, ни чужие жизни и жаждут только одного – захватить, поделить и пропить. С ними нельзя договориться. Им нельзя объяснить радости человеческой жизни, да им и не подходит человеческая жизнь. Они же не люди в общецивилизационном смысле. Они не видят красоты мира, жизни, культуры. Они вообще ничего в своей жизни не видели, кроме безнадежной тьмы российской глубинки. На место вывезенных обратно в пакетах будут приходить сотни и тысячи таких же точно организмов. Этот поток возможно остановить, только доведя его истребление до критической черты. И вот тогда вперед выйдут несколько человекообразных, специально обученных притворяться людьми, и, улыбаясь, подпишут очередные мирные договоры. Но как только появится возможность снова полезть вперед, эти договоры снова будут растоптаны и забыты. Вот почему так важно не останавливаться, не вступать в промежуточные переговоры с Москвой, соглашаясь на компромисс, а идти до конца, до полной победы Украины, а значит и всего цивилизованного мира. И коалиция, рожденная в Рамштайне, способна, среди прочего, сформировать на Западе эту готовность дойти до точки, до снятия с русского медведя его порядком всем поднадоевшей шкуры, с тем, чтобы окончательно закрыть русский вопрос. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу з каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.